Космические путешественники. Мы много раз совершали турне к чужим планетам, звездам, галактикам и даже Вселенным. Пришло время самим встречать гостей. Один из них, 3i Atlas, недавно пожаловал к нам в Солнечную систему и не дождался цветов или приветственных речей. К нему отнеслись весьма подозрительно. Сначала вызвало тревогу, не врежется ли этот объект в Землю. Потом возникла версия еще круче. 3i Atlas — космический корабль инопланетян. Кто знает, с какой целью они прилетели в наш мир. Радоваться ли этому? Конечно, хочется наконец-то пожать руку, лапу или щупальце дружественного нам инопланетянина. Но, может, придется столкнуться с монстрами, которые хотят развязать космическую войну. Или все проще. Залетел к нам какой-то камень из глубин чужой галактики. Ничего необычного, всякое бывает. Словом, мнения насчет гостя издалека пока разные. Познакомившись ближе с 3i Atlas, постараемся сделать о нем собственные выводы. Чужие небесные тела, которые движутся неизвестно куда, всегда опасны для Земли. Об этом свидетельствует история нашей планеты. Ей не раз пришлось переживать столкновения с космическими объектами. Здесь первым на ум, конечно, приходит так называемый астероид динозавров, диаметром около 10-12 километров и весом несколько миллионов тонн. 66 миллионов лет назад гигант на огромной скорости влетел в атмосферу Земли. Он высвободил энергию, равную 100 тератоннам тротила или 10 миллиардам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Падение вызвало глобальную катастрофу, включая масштабные пожары, цунами, блокировку солнечного света пылью и сажей в атмосфере. Все это привело к масштабному вымиранию, уничтожившему 3/4 жизни на Земле. В результате погибли практически все существа весом более 25 килограммов. Среди них были тысячи видов динозавров, гиганты длиной более 50 метров, травоядные хищники с бронированными туловищами, парусами на спине. Это самые известные, но не единственные жертвы небесных пришельцев. Есть сведения, что 466 миллионов лет назад, примерно в середине ордовикского периода, очень много метеоритов падало на Землю. Прошли тысячелетия, так что свидетельств этому осталось немного. И все же на данный момент идентифицирован 21 кратер, связанный с той эпохой. Ни один удар пришельцев, к счастью, не расколол Землю. Наша планета победила во всех схватках и даже получила великолепные трофеи. Стоит вспомнить Луну, скорее всего возникшую из куска Земли, отбитого после столкновения с зародышем другой планеты по имени Тея. В ордовикском периоде Земля обладала великолепным поясом, напоминающим кольца Сатурна. К слову, тогда у Сатурна еще не было его знаменитых колец. Последние исследования говорят, что их возраст не превышает 400 миллионов лет. Причиной появления колец у Земли мог стать захваченный ее гравитацией объект, который опустился ниже орбит современных геостационарных спутников. Он разрушился, окружив наш мир кольцом из обломков и пыли. Вещество из этого пояса постепенно выпало на Землю, образовав цепочки небольших кратеров. Тогда была заблокирована часть солнечного света, что привело к снижению температуры на планете. Началось одно из самых мощных за последние полмиллиарда лет оледенений. Такое изменение климата привело к ордовикско-силурийскому вымиранию, когда исчезли до 85% всех видов морских животных. Самое массовое вымирание в истории Земли, пермское, возможно, тоже не обошлось без небесных камней. Ученые записали в число подозреваемых огромный астероид, который предположительно столкнулся с Землей. Катастрофа вызвала внезапный выброс метана со дна моря, изменение океанических течений, резкое повышение температуры и сухости климата. В наше время подобные космические объекты тоже угрожают планете. Среди самых ярких примеров можно назвать случай в Челябинске, на юго-востоке России. В феврале 2013 года огромный астероид ослепительным огненным шаром пронесся по зимнему небу, а затем взорвался на высоте около 30 километров. Ударная волна была примерно в 10 раз сильнее, чем от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Она массово выбила окна, сорвала крыши с домов. Ранения получили более 1400 человек, и это еще повезло.
Если бы этот астероид размером с теннисный корт прошел под другим углом, масштабной катастрофы было не избежать. Впрочем, мы уже привыкли к таким мрачным прогнозам. От каких только астероидов нам не сулили смертельную угрозу. Размером с автобус, жирафа, похожих на жуткий череп или чудовищный арахис. И что же? Все объекты пронеслись мимо и не причинили нашему миру никакого вреда. Но ученые предупреждают, что однажды это может случиться. Устроить настоящий Армагеддон способны астероиды размером с футбольное поле, которые пролетают примерно раз в 2000 лет. Огромный временной период. Однако это не исключает, что какой-то гигант решит заскочить к нам на огонек прямо сейчас, во время просмотра этого видео. Конечно, сотни обсерваторий отслеживают движение астероидов вблизи от Земли, и все же здесь не все так просто. Недавно ученым удалось обнаружить странный класс космических камней, известный как темная комета. Они обладают свойствами астероидов и комет одновременно. Такие небесные тела уже в возрасте и потеряли большую часть своих летучих веществ. Темные кометы не образуют яркие хвосты, и их очень трудно засечь в космосе. Согласно новому исследованию, невидимки могут представлять большую угрозу для Земли. Неудивительно, что при появлении в Солнечной системе пришельца из другого мира ученые насторожились. Он влетел к нам на огромной скорости, потому казался особенно опасным. Что это за чужак и чем он нам грозит? В марте 2025 года неизвестное небесное тело, похожее на комету или астероид, впервые заметили с помощью телескопа Pan-STARRS-2 на Гавайях. Информация о нем быстро распространилась в СМИ. Сообщения оказались тревожными. Сначала астрономы заявили, что он может врезаться в Землю в 2089 году, однако вскоре сенсация сошла на нет. Астрономы уточнили траекторию пришельца и исключили риск столкновения. На этом популярность объекта могла закончиться. Он остался бы интересным только для астрономов. Но 3I Atlas во многом оказался особенным. Вскоре после его появления в Солнечной системе астрономы выяснили, что этот пришелец из мира чужой звезды. Он отличается от обычных комет, движущихся по замкнутым орбитам вокруг Солнца. 3I Atlas следует по гиперболической траектории, которая не возвращает его назад. Это подтверждается ретроспективным анализом движения небесного тела. К тому же чужак не признает наших космических правил безопасности движения. Он как бешеный летит по Солнечной системе с аномально высокой скоростью 68 км в секунду. Он мог бы доставить путешественников с Земли до Луны менее чем за 2 часа. Что за объект способен так быстро передвигаться? Большинство астрономов считают его кометой диаметром более 5 километров, причем очень старой. Ее возраст может достигать 7-10 миллиардов лет, что практически вдвое превышает возраст Земли и Солнечной системы. Конечно, такой долгожитель не мог родиться в нашем мире. Но в целом кометы для нас далеко не редкость. В Солнечной системе их открыто около 7000, хотя общее число может достигать триллиона. Это если учитывать все объекты во внешней части Солнечной системы. Сюда входят короткопериодические кометы с периодом обращения вокруг Солнца в 200 лет и еще долгопериодические из облака Оорта с оборотом вокруг светила в несколько тысяч или даже миллионов лет. Межзвездная комета, как видим, во многом отличается от местных, причем не только скоростью и возрастом. Присмотримся к ней поближе. Что из себя представляет эта вечная скиталица по космосу? Во многом она похожа на обычные кометы. Некоторые ученые сравнивают эти объекты с грязными снежками, оставшимися после формирования звездных систем. Они имеют твердое ядро, состоящее изо льда, пыли и камней. Когда кометы пролетают вблизи звезд, то под воздействием тепла выделяют газ и пыль, формируя характерные хвосты. По предварительным данным, все это можно отнести и к 3I Atlas. Правда, благодаря своему чужеродному происхождению, она не совсем похожа на наши кометы. Кроме аномальной скорости, объект отличается неординарной траекторией. Еще он обладает самым большим
эксцентриситетом или сжатием орбиты по сравнению со всеми остальными кометами. Точный размер космического бродяги пока остается загадкой. Если бы речь шла о каменном астероиде, его диаметр составлял бы около 19 километров. Это намного больше района Нью-Йорка Манхэттен. Определить диаметр кометы по сравнению с астероидом очень сложно. За ним тянется нечто в виде запятой из облака газа и пыли, образованных воздействием солнечного тепла. Наблюдения с помощью обсерватории Веры Рубин в Чили показывают, что диаметр ядра кометы составляет примерно 11,5 километра. Есть и другие подсчеты, но в любом случае объект нельзя назвать маленьким. Благодаря размерам 3I Atlas у него могут быть спутники. Астрономы надеются позднее обнаружить эти частицы пыли в виде метеоритного дождя, выпадающего в атмосферу Марса и Земли. А если удача улыбнется, можно будет засечь более крупные фрагменты 3I Atlas. Интригу добавляет состав пришельца. Первые наблюдения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб показали, что он преимущественно состоит изо льда на основе углекислого газа. Также комета содержит железо, никель, угарный газ, карбонилсульфид и газ цианоген. Казалось бы, ничего сверхъестественного. Тогда почему этот состав кометы сводит ученых с ума? Просто он не может объяснить одну из метаморфоз кометы, которую своими глазами наблюдали астрономы. Сначала 3I Atlas была красноватого оттенка, а затем ее цвет сместился ближе к синему спектру и стал зеленоватым. Для комет нашей Солнечной системы зеленое свечение – явление обычное. Оно возникает, когда солнечное тепло нагревает комету, заставляет лед переходить в газообразное состояние и образовывать атмосферу. Молекулы в этом газе, в частности дикарбон, под воздействием лучей Солнца начинают сиять характерным зеленым светом. Однако в случае с 3I Atlas такая схема не работает. Исследования химического состава межзвездной кометы показали очень низкое количество молекул дикарбона, а другие элементы из ее состава обычно не вызывают зеленой флуоресценции. За счет чего тогда комета поменяла цвет? Вариантов может быть два. Либо подсчеты ученых не точны и дикарбона в межзвездном объекте больше, либо за зеленое свечение отвечает другая, пока неизвестная молекула. Хотя, возможно, все дело в том, что 3I Atlas выбрасывает в космос много газообразных веществ, в том числе углерод. Еще более фантастической оказалась игра кометы со светом. Пока 3I Atlas скрывается за Солнцем и не видна в наземные телескопы, за ней наблюдают 3 космических аппарата – GOES-19, Punch и SOHO. Они зафиксировали, что при приближении к Солнцу яркость межзвездного объекта за 10 дней выросла почти в 100 раз, значительно больше, чем у обычных комет. Причем этот показатель возрастал примерно в 7 раз быстрее по сравнению с нормой. Сначала светимость 3I Atlas была на уровне звездной величины 11, а затем очень быстро выросла до 6-й звездной величины. А чем ниже звездная величина, тем более ярким является любой космический объект. Причиной такого странного явления остается неясной. С другой стороны, несмотря на слишком быстрое увеличение яркости 3I Atlas, другие кометы тоже вспыхивают вблизи от Солнца. Яркость возрастает из-за увеличения их комы, то есть газовой оболочки ядра. Подобная обертка возникает за счет сублимации льда на поверхности кометы. Сублимация – это переход вещества из твердого сразу в газообразное состояние, без фазы жидкости. А чем больше кома, тем больше она отражает солнечного света. Аналогичным образом все происходит и с 3I Atlas. Комета выбрасывает много газообразных соединений, которые связаны с водой. Это соответствует процессу увеличения ее яркости. И все-таки, по расчетам исследователей, объект делает это слишком быстро и чересчур интенсивно. После его приближения к Солнцу некоторые показатели достигли фантастических значений. Межзвездная комета начала терять 180 килограммов вещества и 40 тонн воды в секунду. Ученые считают, что скоро этот процесс может еще усилиться, а сияние пришельца увеличится.
Также астрономы обнаружили, что у кометы образовался невероятно длинный светящийся хвост из газа и пыли. По некоторым оценкам, этот шлейф может иметь длину до 300 тысяч километров. Для одного небесного тела слишком много аномалий. По крайней мере, так считает астрофизик из Гарвардского университета Ави Лэб. В качестве объяснения он предлагает собственную гипотезу. Звучит она просто фантастически. Ученый утверждает, что странное поведение 3I Atlas можно объяснить только одним. Объект имеет искусственное происхождение и является космическим кораблем инопланетян. В качестве аргументов астрофизик приводит все странности межзвездного гостя. Прежде всего, во время пролета мимо Марса 3 октября зонды получили изображение цилиндрического объекта, покрытого никелем. Это вызвало первые вопросы о природе пришельца. Его размер для кометы, даже по официальным оценкам, тоже слишком велик. А некоторые ученые считают эти показатели еще в несколько раз большими принятых в научном сообществе. Необъяснимо высокую скорость и орбиту объекта Ави Лэб тоже засчитал в пользу своей теории. Уже слишком много аномалий, чтобы вписать их в стандартные модели кометного поведения. И вот появилась еще одна. Давайте во время нашего виртуального путешествия внимательнее присмотримся к хвосту 3I Atlas. С ним тоже не все понятно. Сначала у загадочного объекта вообще не было видно хвоста, шлейфа из газа и пыли, который тянется за кометами. Потом он появился, но в непривычном виде. Шлейф казался неким отражением в кривом зеркале. Он тянулся не от Солнца, а наоборот, был свернут к светилу. А ближе к звезде антихвост кометы развернулся на 180 градусов и стал обычным, направленным от Солнца. Такую странность Ави Лэб тоже отнес к доказательствам своей теории. Впрочем, большинство исследователей с этим не согласны, как, собственно, и с теорией гарвардского астрофизика в целом. Возьмем тот же шлейф. Да, обычно у комет он направлен от Солнца. Такие хвосты возникают в процессе нагрева звездой льда на поверхности ядра кометы и превращения его в газ. Но и в антихвостах нет ничего экстраординарного, хотя это и очень редкое явление среди комет. Для изучения шлейфа 3I Atlas и его аномалий астрономы использовали данные телескопа Кек. Исследования подтвердили ранее зарегистрированное выделение газа, цианогена и никеля. Выбросы подобных веществ происходят как к Солнцу, так и от него. Ядро кометы, сублимирующее лед, быстро вращается и выпускает большие обломки в обоих направлениях вдоль своей орбиты. Из-за этого кажется, что она генерирует к Солнцу антихвост в дополнение к своему обычному шлейфу. Ученые ранее уже идентифицировали у других комет антихвосты, направленные к звезде. Они ожидают, что под действием интенсивного солнечного излучения 3I Atlas начнет еще активнее испарять газы со своей поверхности. Это может создать яркий шлейф из газа и пыли, похожий на фейерверк. Усиление света станет очередным доказательством кометной природы 3I Atlas. Ави Лэб все воспринимает по-своему. Каким он видит процесс образования хвоста межзвездной кометы? В принципе, почти таким же, как другие ученые. По его мнению, испарение льда из углекислого газа формирует необычные струйные выбросы, направленные к Солнцу. Однако по мере приближения объекта к нашей звезде в процессе начинает преобладать водяной лед. Это приводит к изменению характера выброса вещества и превращению антихвоста в обычный хвост. Но где ученые видят связь с инопланетянами? Ави Лэб объясняет, что в космических путешествиях существует чрезвычайно важное время для ускорения или замедления летательного аппарата. Это момент наибольшего сближения с крупным объектом, поскольку для запуска двигателя именно тогда приходится максимально менять скорость. Астроном считает, что, возможно, странное поведение 3I Atlas связано с таким управляемым маневрированием. Целью является выход на стабильную орбиту вокруг Солнца. Маневр с Земли смотрится как шлейф кометы, только перевернутый с ног на голову. По словам Ави Лэба, у космического корабля, который замедляет свое движение, превращение антихвоста в обычный вполне ожидаемо. Ученый добавил, что удивительным ему представляется еще один факт. Снимки кометы, которые космические аппараты сделали в белом свете, не демонстрируют признаков привычного кометного шлейфа.
А он должен быть виден, поскольку образован пылью. Она рассеивает солнечный свет и отталкивается от звезды давлением солнечной радиации. И сейчас он видит идеальный момент для проверки своей версии, поскольку комета проходит ближнюю точку к Солнцу перигелий. Именно там, благодаря гравитационному воздействию звезды, космический корабль мог бы эффективно использовать двигатели для маневра. Это может быть ускорение, замедление или изменение траектории, например, в сторону Земли. Лэб считает, что любое резкое колебание скорости, курса или размера 3I Atlas при выходе из-за Солнца может быть явным признаком инопланетной технологии. Противники версии приводят свои доводы. Даже если у 3I Atlas изменится траектория полета, ничего необычного не случится. Подобное явление астрономы наблюдают у других комет. 3I Atlas может вообще развалиться на части, поскольку некоторые кометы не выдерживают жара во время сближения с Солнцем. Впрочем, прямых доказательств как гипотезы кометы, так и космического корабля сейчас нет. А пока окончательная точка не поставлена, Avi Lab продолжает развивать свою идею. Он считает важным, что объект вошел в Солнечную систему под другим углом, чем его предшественники. Подобная траектория, по словам астрофизика, дает космическому гостю возможность скрытого наблюдения за Землей. Также астрофизика насторожила, что 3I Atlas относительно близко подойдет к 3 планетам – Юпитеру, Марсу и Венере. С данной позиции очень удобно вести наблюдение за Землей. А может, инопланетяне хотят устроить еще более широкомасштабную слежку. Avi Lab не исключает, что 3I Atlas является так называемым материнским кораблем. Во время сближения с Солнцем летательный аппарат выпустит миниатюрные зонды для более эффективного исследования нашей системы. Астроном также предостерегает, что объект, возможно, не зря замаскирован под обычную комету. Он может оказаться своеобразным троянским конем, несущим внутри потенциальную угрозу. Но какую? И вообще, зачем ему за нами наблюдать? Не планируют ли инопланетяне напасть на Землю? Avi Lab не исключает ни того, ни другого. Объясняя цели тайного визита пришельцев, он опирается на ряд теорий. Эти гипотезы считаются конспирологическими в научном мире, хотя нередко всплывают в дискуссиях исследователей. В одной из теорий утверждается, что инопланетяне ни с кем напрямую не вступают в контакт в целях собственной безопасности. Гипотеза основана на научно-фантастическом романе знаменитого китайского писателя Лю Цисиня «Темный лес». Конечно, это образное сравнение, и на самом деле никакие деревья в космосе не растут. Суть гипотезы в том, что сообщества живых существ во Вселенной не склонны рисковать. Они понимают, что наше мироздание — это огромное пространство, которое могут населять не только друзья, но и враги. Вселенная — темный лес, а каждая цивилизация — вооруженный охотник. Он, как призрак, блуждает между деревьями, тихо отодвигает ветки на своем пути, пытаясь передвигаться бесшумно. Даже дышать ему приходится осторожно, ведь лес полон потенциальных врагов. Возможно, они нападут не ради каких-то материальных благ, а просто в качестве превентивной защиты или во избежание конкуренции в будущем. Большинство ученых не принимает это описание Вселенной и видит в нем много несостыковок. Например, что мешает потенциальным агрессорам, которые могут передвигаться между звездами, расправиться с более слабыми соседями. Но может просто время для атаки еще не пришло, пока проводится предварительная работа и слежка. Примером такой подготовки, исходя из идеи Avi Lab, может служить разведывательный полет 3I Atlas в Солнечную систему. И он не единственный. Сообщения о пришельцах, летающих тарелках, постоянно взрывают соцсети. А вот одно из самых свежих свидетельств очевидцев. В августе 2025 года наблюдатели за метеоритным дождем Персеиды в Квебеке стали свидетелями чего-то неземного. В соцсетях очевидцы описали зрелище как великолепную светящуюся спираль, пронесшуюся по небу. Несколько человек в районе Монреаля в то же самое время увидели в небе яркий свет, окутанный размытым ореолом. Специалисты объяснили странное явление падением второй ступени ракеты Ariane 6.
Тогда она запускала двигатель, чтобы сойти с орбиты после вывода спутника METOP-SGA-1 на полярную орбиту. Однако многие пользователи соцсетей утверждают, что сброс ступени ракеты выглядит иначе. Они уверены, что видели летательные аппараты инопланетян. Энтузиасты также недавно нашли очередное фото, якобы свидетельствующее об НЛО на Красной планете. На снимке виден удивительный летающий объект, причем он появляется только на третьем из 4 изображений, сделанных одно за другим. Так что это не просто отражение пылинки на объективе камеры. В небе в самом деле творится что-то непонятное. Зеленые человечки, разумные слизни или кто-то другой, похоже, постоянно следят с космолетов за нашими передвижениями по космосу. И вот, наконец-то, марсоходу удалось их засечь. Впрочем, никаких доказательств, кроме странной точки в небе, при внимательном изучении снимка обнаружить не удалось. В то же время растет число свидетельств об НЛО от военных, особенно летчиков, а они считаются психологически устойчивыми к различным стрессам и непонятным событиям. Тем не менее, самолеты и корабли США все чаще видят в небе неопознанные объекты и снимают их на камеру. Информацию о странных летающих объектах уже 2 раза рассматривали и в Конгрессе США. По итогам заседаний конгрессмены решили, что нет оснований признать инопланетное происхождение представленных свидетельств об НЛО. Правда, отмахиваться от них и объяснять природными явлениями или галлюцинациями тоже не стали. И как тут, по мнению Ави Леба, можно полностью исключить искусственное происхождение Triai Atlas? Причем чужестранец не обязательно прибыл в наш мир, чтобы на кого-то нападать. Мы и так, считает астрофизик, давно находимся под контролем инопланетян с помощью всех этих НЛО. А сейчас пришло время провести инспекцию. Вот и послали к нам целый космический корабль. Пусть это звучит не очень привлекательно, но Triai Atlas может быть отправлен для того, чтобы проверить содержание людей. По одной из гипотез мы находимся в неком аналоге зоопарка. Нам, согласитесь, неплохо живется, впрочем, как и зверюшкам в земных зверинцах. И все же обитатели зоопарков не свободны, а ограничены в передвижениях клеткой или вольером. В лучшем случае они находятся в заповедниках, территория которых тоже ограждена. Понимают ли животные, что они в неволе? Возможно, и нет, особенно если живут в огромном природном парке, как и мы с вами. В 1973 году подобную гипотезу выдвинул астрофизик Джон Болл. Он считает это единственным объяснением отсутствия прямых контактов между ними и нами. Зоопарк для человечества включает не только Землю, но и близлежащий космос. Это такое гигантское пространство, что мы не замечаем границ. Грандиозную клетку соорудила высокоразвитая цивилизация инопланетян из опасения, что мы каким-то образом нанесем ей вред. Ну, например, нарушим тонкую настройку особой галактической связи, над которой инопланетяне трудились миллионы лет. Еще сильнее их наверняка пугает то, что в нашем распоряжении находится очень разрушительное оружие. В то же время не существует никаких моральных запретов на его применение. Или же братья по разуму могут поместить землян в зоопарк для их же блага. Например, для того, чтобы никто не вмешивался в жизнь людей, и они могли спокойно развиваться. Хотя, к чему такие сложные схемы? Почему бы просто не поделиться с человечеством своими знаниями и опытом? Тогда прогресс на Земле мог просто на космической скорости рвануть вперед. Скорее всего, высокоразвитые виды считают, что на нынешнем этапе развития это принесет нам только вред. Нельзя исключить, что на основе этих знаний мы создадим еще более страшное оружие, а затем в бесконечных войнах начнем успешно разрушать не только свою планету, но и космос. Мы вообще привыкли к вечной борьбе за территории, энергию, ресурсы. В отличие от человечества сверхразвитым цивилизациям всего этого не нужно. Джон Болл считает, что они находятся в так называемом устойчивом состоянии. На таком высоком этапе развития исключены агрессивная экспансия и колонизация космоса. Гораздо интереснее для сверхцивилизации может стать наблюдение за эволюцией других форм жизни, причем в первозданном виде, без вмешательства извне. Нам тоже, конечно, хотелось бы увидеть своих смотрителей.
но гипотеза зоопарка предполагает, что мы их никогда не найдем. Инопланетяне явно этого не хотят. И у них есть технологические возможности поддерживать свое инкогнито. В таком случае мы не узнаем и об искусственном происхождении Triai Atlas. Это же касается и других экспедиций инопланетян. И они, по мнению Avi-Lab, уже были. Астрономы ранее засекали межзвездные объекты в нашем мире. Сейчас известно о 2 пришельцах от чужих звезд, посетивших Солнечную систему до Triai Atlas. Первым ученые нашли Оumuamua, загадочное небесное тело, пролетевшее через Солнечную систему в 2017 году. Его открыл астроном Роб Уэрик из Института астрономии при Гавайском университете с помощью телескопа Pan-STARRS. Странное имя объекта в переводе с гавайского означает «посланник, прибывший первым издалека». Все оказалось необычным у этого представителя другого мира. Внешне он был как гигантская сигара 200-метровой длины, а двигался по гиперболической траектории, похожей на бумеранг. Так называется орбита, которая проходит вокруг крупного небесного тела и в силах преодолеть его гравитацию. Скорость Оumuamua тоже впечатляла. Объект пролетел 26 км за секунду. А на максимуме, когда он достиг ближайшей к Солнцу точки, то разогнался почти до 88 км в секунду. Именно аномальная высокая скорость и траектория указали ученым на межзвездное происхождение Оumuamua. Он получил ускорение в своей родной звездной системе, а не был захвачен гравитацией Солнца. Впрочем, ускорение, которое не может быть объяснимо только гравитацией звезды, характерно и для комет нашей системы. Они набирают дополнительный темп передвижения из-за выброса газа и пыли. Но действительно ли этот космический гость является кометой? У всех подобных небесных тел, как мы говорили, существует хвост. Однако за Оumuamua не тянулось никакого шлейфа. Тогда ученые предположили, что комета потеряла большую часть своих летучих веществ во время межзвездного путешествия. Вот и причина того, что она не имела видимой комы или хвоста. Или, возможно, выбросы были, но они являлись очень незначительные и состояли из невидимого для телескопов газа, такого как водород. Он выделяется при нагреве объекта Солнцем. Однако ускорение Оumuamua оказалось значительно выше, чем у обычных комет. Тем самым подтверждается его необычная природа и состав. Тогда, может быть, небесная сигара — это астероид? Тоже сомнительно. Ни одна другая комета или астероид в Солнечной системе не имеют форму сигары. К тому же для астероида незнакомец двигался чересчур быстро. Пока Оumuamua официально признан объектом нового класса — гиперболическим астероидом. В то же время сомнения остаются, и некоторые исследователи видят все иначе. Ученые из США пришли к выводу, что межзвездный гость имеет несколько иное происхождение. Он является осколком планеты Земля, отколовшимся от зародыша планеты при столкновении с другим космическим телом. Такие катастрофы не являются чем-то необычным в звездной системе, которая только формируется. Считается, что Земля в начале своего существования пережила подобную трагедию. Она столкнулась с другим объектом, предположительно молодой планетой Тея. В результате от нашего мира оторвала изрядный кусок, со временем превратившийся в Луну. Но в случае с Оumuamua отклонившийся фрагмент выбросило из планетной системы. Скорее всего, катастрофа произошла в молодой звездной системе, и возраст Оumuamua не превышает 2 миллиардов, а возможно даже 500 миллионов лет. Ученые предполагают, что он прилетел из спирального рукава Персея, ближайшего к Солнцу в Млечном Пути. А может, родиной пришельца является совсем другая область пространства. Словом, насчет биографии Оumuamua ничего утверждать нельзя. И это продолжает порождать новые версии насчет странной небесной сигары. Самую фантастическую выдвинул знакомый нам астрофизик из Гарварда Avi-Lab. Ученый вполне ожидаемо от него считает, что нас посетил корабль внеземной цивилизации. Тем не менее, никаких серьезных доказательств этому нет. И уже, наверное, не будет. Межзвездный объект навсегда покинул Солнечную систему. Он не вернется в наш мир. А ученые еще долго будут выяснять природу объекта, опираясь на полученные данные. С классификацией другого космического гостя все понятнее.
2I Борисов – второй известный межзвездный объект, который в августе 2019 года открыл астроном-любитель Геннадий Борисов. Это комета, которая проходила сквозь Солнечную систему по гиперболической орбите. По некоторым данным, ее украшал великолепный гигантский хвост длиной 180 тысяч километров. Если эти подсчеты верны, то шлейф, который тянулся за небесным телом, мог бы 14 раз обернуть Землю по экватору, а диаметр ядра 2I Борисова составлял около 450 метров, что делает ее схожей с долгопериодическими кометами нашей системы. Зато орбита и скорость движения объекта говорят о внеземном происхождении. Две группы ученых, независимо друг от друга, также обнаружили существенные отличия в ее изотопном составе по сравнению с кометами нашей звездной системы. Оказалось, что 2I Борисова содержит необычно много монооксида углерода. Несмотря на отличия от наших комет, это, вероятно, тоже родилось в системе, похожей на солнечную. Новое исследование ученых проливает немного света на далекий мир чужой звезды. Он находится где-то на границе созвездий Рыси и Рака. На роль материнских звезд систем 2I Борисова претендуют Росс-573, GJ-4384 и HD-34327. И как раз происхождение кометы представляет невероятную ценность для ученых. По мнению экспертов, 2I Борисова является единственной действительно первозданной кометой, которую удалось наблюдать. Это свойство объекта приоткрывает исследователям раннюю историю Солнечной системы. Они смогли познакомиться с древним материалом, аналогичным времени зарождения нашей звезды. Все же, хотя 2I Борисова хорошо сохранилась, это не говорит о ее идеальном состоянии. На протяжении пути звездный ветер и радиация оказывают влияние на странствующие кометы, которые проходят вблизи звезд. Такое воздействие вызывает значительные изменения в их внешних слоях. Недавно ученые получили дополнительные доказательства того, что родина 2I Борисова похожа на Солнечную систему. Подтверждением этому служат уровни окиси углерода и частиц воды в коме кометы. Количество данных веществ менялось по мере ее приближения к Солнцу, как у обычной кометы из нашей звездной системы. Это тоже перекликается с событиями, которые, по мнению ученых, произошли в Солнечной системе. Планеты-гиганты вызывали аналогичный процесс в нашем мире, смешивая как в миксере всю материю вокруг себя. У 2I Борисова это привело к неожиданным результатам. Изучая данные о межзвездной гости, недавно ученые нашли в ее составе неожиданные вещества. Так, в ядре кометы обнаружен цианистый водород или синильная кислота. Газопылевой хвост объекта тоже оказался необычным. В нем не найдено мелких или крупных частиц водяного льда. Зато в этом шлейфе оказалось много силикатной и органической пыли, в частности силикаты железа и магния, а также талины. Последние представляют собой органические вещества. Подобные соединения образуются в атмосферах ледяных тел Солнечной системы, например, Титана и Плутона. Считается, что талины представляют собой смесь простых органических соединений, таких как метан и этан. Они возникают из-за воздействия ультрафиолетового излучения звезд. Талины не появляются естественным образом на Земле, на ее современном этапе развития. Как полагают ученые, они являются химическими предшественниками жизни и представляют большой интерес для науки. Исследователи продолжают изучение данных о двух межзвездных гостях Солнечной системы. Сами объекты уже находятся далеко в глубинах космоса, а вот 3I Atlas еще здесь, в нашем мире. И астрономы надеются извлечь все, что можно из этого визита. 29 октября 3I Atlas приблизилась на самое близкое расстояние к нашей звезде и теперь вошла в недоступную для наблюдений зону. А перед этим, как мы знаем, комета неожиданно вспыхнула в небе, но это не было прощальным фейерверком. Она еще вернется в поле зрения наземных телескопов. Пока межзвездный гость скрывается за Солнцем, за ним там трудно наблюдать. И все же за пришельцем присматривают 3 космических аппарата – GOES-19, Punch и Solo. Обычно они используют свои приборы для изучения светила. Эти данные помогают прогнозировать космическую погоду, которая влияет на нашу планету. В
Вскоре гость Солнечной системы вновь станет видимым для наземных телескопов. По данным Европейского космического агентства, 19 декабря он максимально приблизится к Земле на расстоянии около 270 миллионов километров. Он не будет представлять угрозы для планеты. Зато, вероятно, окажется виден с Земли даже в любительские телескопы. Зрелище наверняка окажется удивительным. Уникальная возможность познакомиться с кусочком чужой звездной системы. Но какой? Ученые надеются выяснить это точнее. У астрономов будет еще несколько месяцев для наблюдений за кометой, прежде чем она отправится за пределы Солнечной системы. У исследователей накопилось множество вопросов к межзвездной гостье. Очень важно уточнить ее происхождение. Пришелица не представилась в начале визита, и теперь нам самим предстоит выяснить, откуда она пожаловала. Ученые подозревают, что биография кометы связана с толстым диском Млечного Пути. Так называют более древнюю и разреженную часть галактического диска, расположенную над тонким диском. Толстый диск начал формироваться около 13 миллиардов лет назад, вскоре после Большого взрыва. Скорее всего, он образовался в результате слияния протогалактик. Этот диск состоит преимущественно из очень старых звезд. Его светила движутся по более вытянутым эллиптическим орбитам с меньшей скоростью сравнительно со звездами тонкого диска. Если Триай Атлас была выброшена из звездной системы толстого диска, то может многое подсказать о детстве нашего светила. Насколько известно ученым, почти все в Солнечной системе образовалось около 4,6 миллиарда лет назад. Исключения составляют разве что некоторые мизерные досолнечные зерна в отдельных метеоритах, которые старше звездной системы. Но им далеко до материи из толстого диска. Самые древние частицы обнаружены в метеорите Мерчисон, и их возраст оценивается всего в 5-7 миллиардов лет. Триай Атлас должна быть значительно старше. Комета, вероятно, родилась еще в космический полдень. Так ученые называют период активного звездообразования. Его можно наблюдать в других галактиках на расстоянии более 7 миллиардов световых лет. Теперь появился шанс изучить эту раннюю эпоху Вселенной прямо в Солнечной системе, в триллионы раз ближе. Но сделать это будет непросто, прежде всего из-за аномально быстрого движения кометы. Впрочем, ученые не сдаются. Они разработали невероятный план, который поможет тщательно изучить Триай Атлас. Исследователи хотят, как говорится, поймать комету за хвост. Но возможно ли такое провернуть? Группа астрономов определила, что зонд НАСА Европа Клиппер в ближайшее время сможет пройти сквозь ионный хвост кометы. Это даст редкую возможность получить образцы материала небесного тела. Сейчас зонд Европа Клиппер направляется к одному из крупнейших спутников Юпитера – Европе. Он предназначен для тщательного изучения сателлита газового гиганта и выявления над поверхностью льда мест, где потенциально может существовать жизнь. Зонд также имеет оборудование, способное исследовать Триай Атлас. По расчетам ученых, космический аппарат сумеет перехватить несколько потоков солнечного ветра, включающих заряженные частицы из хвоста кометы. Однако существуют факторы, которые могут помешать успешной реализации миссии. Оборудование, необходимое для получения проб на Европа Клиппер, пока не активно. В связи с приостановкой работы правительства США, непонятно, сможет ли НАСА вовремя его запустить. И это не все трудности на пути смелого плана исследователей. Солнечный ветер должен дуть в правильном направлении и с нужной силой. Тогда он доставит к космическому зонду более тяжелые ионы. Пока межзвездный гость будет находиться в Солнечной системе, перед исследователями откроются и другие интересные возможности. В марте 2026 года Триай Атлас приблизится к Юпитеру, и ученые хотят использовать космические аппараты, которые находятся рядом для исследования загадочной кометы. Межзвездный объект Триай Атлас также будут наблюдать и другие зонды. Еще он внесен в список потенциальных угроз планетарной безопасности. В ноябре стартовали всемирные учения по отслеживанию кометы из-за ее аномальных свойств. Мероприятие проводится на базе международной сети предупреждения об астероидах, или сокращенно IAWN. Они будут длиться до конца января 2026 года.
В рамках учения астрономы по всему миру синхронизируют телескопы для отслеживания объекта. Исследователи надеются получить очень ценные сведения, поскольку объект чрезвычайно редкий. Когда у нас еще появится такой гость издалека? Ученые не могут точно сказать. Сейчас неизвестно, сколько межзвездных пришельцев проносится сквозь Солнечную систему. Их траектории очень трудно вычислить, да и сами объекты почти невидимки. Астрономы приводят следующий пример. Представьте, что вы находитесь в темной комнате. Вокруг могут мелькать самые разные объекты. Но в темноте их не видно, следовательно, невозможно узнать, сколько их. Здесь помогают телескопы, чем-то похожие на прожекторы в темной комнате. Только они освещают невидимые космические просторы. Конечно, это лишь аналогия, поскольку обсерватории собирают свет, а не служат прожекторами. Разрешение телескопов ограничено. Многие из них могут видеть только узкие участки неба. В результате ученые получают отрывочное представление о том, что происходит в пространстве. По крайней мере, такой была ситуация до недавнего времени. Самые современные обсерватории значительно расширили возможности наблюдений. В последние годы, как мы видим, они намного эффективнее охотятся за межзвездными объектами. Авторы одного из исследований предсказали, что в скором времени число подобных трофеев значительно возрастет. Новые технологии позволяют ежегодно обнаруживать в нашем мире до десятка гостей, подобных Triai Atlas. Некоторые из устройств уже заступили на дежурство или начнут действовать в ближайшее время. Так только что бросила первые взгляды в космос обсерватория Веры Рубин. Она действует как широкоугольный прожектор, который способен наблюдать за большими участками неба и освещать гораздо больше межзвездных объектов. Среди них наверняка окажутся невероятные гости из ранних мест Млечного Пути. Однако Triai Atlas, с которым мы сегодня познакомились, может надолго остаться уникальным визитером. Мы знаем, что число звезд толстого диска, откуда он, вероятно, родом, очень мало. Следовательно, могут пройти десятилетия, а то и больше, прежде чем у нас появится еще одна возможность принять подобного гостя. Надеемся, астрономам удастся еще многое узнать об этой комете, прежде чем она навсегда покинет наш мир.